постепенно муниципалитет начал, уходить от пассажирских перевозок и отдавал частникам основные, прибыльные маршруты, а сам оставался на каких-то социальных, куда бы частник добровольно не пошел. Что они ходят по прямым маршрутам. А те места, которые отдаленные, в которых мало живет народу, куда никто не хочет ездить, туда ездят большие муниципальные автобусы. Маршрутка, да, как специфический вид городского транспорта, да, это все нам известные газельки, да, это еще какие-то вот такие моменты. В Москве, собственно, они остались, да, но они остались как часть городского транспорта. Стиралась разница между городскими автобусами, муниципальными маршрутками, потому что ввели везде льготные билеты, возможность оплатить проездными карточками для студентов. Всем привет! Еще раз приветствую всех на нашей дискуссии. Сегодня мы обсуждаем маршрутки в городской транспортной системе. Есть ли в них сейчас необходимость или все-таки они представляют какую-то проблему? Меня зовут Екатерина, я работаю в исследовательском центре «Коллективное действие», и мы, в общем-то, решили выбрать маршрутное такси, да, предметом нашего какого-то прицельного взгляда. На данный момент хотели разобраться, как они функционируют в городах сейчас, и позвали экспертов поговорить об этой теме. Давайте немножко начнем с какой-то такой небольшой вводной. Опять же, я как человек, который недолго, вернее, даже не недолго, а практически не жил в СССР, но все-таки чуть-чуть краюшкой застал конец 90-х, помню, насколько был популярен этот вид транспорта, и помню, что даже в Москве в 90-х маршрутки в какой-то момент стали дублировать, то есть раньше они ходили как какие-то такие частными окольными путями, а в какой-то момент начали дублировать линии автобусов и троллейбусов и, в общем-то, создавать такую конкуренцию в городе. Тогда многие городские перевозчики, возможно, не только в Москве, они испытывали кризис с подвижным составом, и люди не хотели ждать автобуса так долго, и, естественно, пересаживались на более удобный, скоростной и быстрый вид транспорта. В то время, насколько я понимаю, доходы этих транспортных компаний падали, и они, в общем-то, поэтому обратили внимание на маршрутки, потому что они в тот момент приносили настоящие живые деньги. В нулевых маршрутки работали на коммерческих началах в основном и начали появляться в тех городах, в которых их даже раньше не было. В маршрутных такси вообще большое количество преимуществ. Маршрутка умеет объезжать пробки, она умеет ездить по обочинам. Водители маршрутных такси умеют нарушать правила дорожного движения для того, чтобы побыстрее добраться в пункт назначения. Все это нам знакомо, в общем-то, из жизни за последние 20 лет. В маршрутке, по-моему, в единственном виде транспорта вообще есть опция «остановите вот здесь». Самое главное, конечно, маршрутка может доставить из пункта А в пункт Б довольно быстро. Впрочем, за это, конечно, приходилось расплачиваться грязным или душным салоном, повышенным почти вдвое тарифом и отсутствием каких-либо льгот на проезд. Теперь же маршрутное такси, ставшее уже неотъемлемой частью транспортной системы, в свое время оно пришло, да, вот в эти сложные времена на помощь, но сейчас мы задумываемся о том, насколько оно необходимо. Сейчас все больше регионов думают о том, чтобы полностью или частично заменить маршрутки на автобусы, на трамваи, электрички или даже велосипеды. Но насколько обоснованы такие решения? Вот об этом мы сегодня и хотели поговорить. Вместе с экспертами из разных городов, в частности Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Хотим обсудить с вами плюсы и минусы возможных законодательных ограничений или инициатив в отношении маршрутного такси, а также постараемся заглянуть в будущее транспортной системы наших городов. Давайте я представлю наших сегодняшних гостей. Это Алексей Гриценко, сооснователь общественной организации «Комфортный регион», член общественного совета по градостроительству при мэрии города Новосибирска и помощник депутата Горсовета. Максим Халимовский, экс-депутат из Санкт-Петербурга по округу Малая Охта, координатор проекта «Общественный радар». Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, очень рад быть здесь с вами. Тоже очень вам рада. И Алексей Кофман, руководитель проектов в общественной организации «Мирные жители» в Екатеринбурге. Здравствуйте. Привет. Татьяна, может быть, ты представишься сама? Да, меня зовут Татьяна Касимова, бывший тоже муниципальный депутат из Москвы, бывшая глава муниципального округа в центре Москвы. То есть о маршрутках, в принципе, могу что-то очень немного сказать, поскольку у нас в Москве маршруток практически не осталось уже. Это такое очень редкое у нас явление. К нашей дискуссии еще присоединилась Татьяна Касимова, тоже ей очень рада. Давайте, наверное, начнем с такого небольшого тоже экскурса. Возможно, мы были в тех городах все, да, примерно, но все-таки было бы интересно посмотреть как бы изнутри, как работают маршрутки сейчас в городах, в частности в Екатеринбурге, в Новосибирске и в Санкт-Петербурге. Давайте каждый спикер немного поделится, как вот Татьяна сейчас, как маршрутное такси работает конкретно в вашем городе, возможно, как оно работало на протяжении последних 10 лет, какие были изменения, да, в транспортной системе относительно маршрутных такси. И как вы считаете, да, в конце было бы здорово, если бы вы сказали, как вы считаете, насколько необходимы маршрутные такси вашему городу сейчас? Можно я вопрос задам? Можно.
Что вы называете маршрутным такси? Давайте тогда, может быть, вы начнете, Алексей. Я могу сказать, что у нас в Екатеринбурге таких транспортных средств сейчас нету. Ну У хорошо, нас смотрите, есть какое-то бытовое название в бытовом мышлении, да, вот маршрутка. Это не автобус на, там, не знаю, 60 мест и так далее. Вы лучше, наверное, знаете, какое количество мест в автобусе. Это какой-то небольшой вид транспорта, который вмещает ограниченное количество людей. Чаще всего там бывает какая-то коммерческая оплата или, возможно, там уже есть какая-то... Ну да, ладно, я понял, в общем, Да. давайте расскажу тогда. Значит, да, действительно, вот этих газелек у нас и там Ford Транзитов в городе нету. У нас есть так называемые автобусы малого класса, которые, ну там, не знаю, на человек 40, например, да, на 30-40 человек, там Богданы, и, к сожалению, у нас есть пазики, так называемые, которые издавна известны. Да, они очень часто используют вот эти маленькие автобусы. В чем основная проблема у нас? В том, что они ездят по самым таким оптимальным маршрутам, то есть когда есть большой спальник, и оттуда улица идет в центр города, и вот эти пазики, они ездят по этим самым коротким маршрутам, и, к сожалению, на этих улицах очень часто не хватает больших автобусов, которые у нас только у муниципального перевозчика есть, а большие автобусы, в свою очередь, иногда ходят по вот этим вот каким-то длинным окольным путям, которые, понятно, зачем сделаны, чтобы собрать каких-то пассажиров, которым очень надо, но до них пазики не доехали. В итоге все люди предпочитают ездить короткими маршрутами, и там, где есть только пазики или Богданы, они едут на них, и они постоянно забиты. И это, конечно, ужасно. Я вот сам живу в одном из таких районов, называется Академический, он довольно большой, и он располагается не в центре города, туда надо ехать. Туда ходят и большие, и маленькие автобусы, но когда мне приходится, допустим, ехать на маленьком, он постоянно забит, и это ужасно, конечно. Просто там никогда нет кондиционеров, там, ну, в общем, очень мне не нравится. Как пассажир я принципиально пытаюсь ждать все время либо там троллейбуса, либо большого автобуса, либо трамвая, но не ездить на этих маленьких, они мне некомфортны. Ну, проблема есть, что да, что их много, и что они ходят по популярным маршрутам. Причем на некоторых маршрутах, которые обслуживаются пазиками, очень маленький интервал движения, ну, который очень популярный. То есть они буквально, допустим, их там 15 штук на маршруте, они ходят каждые 5 минут, но они все равно постоянно забиты, ну, в часы пик. И это просто как бы ужасно. И есть, конечно, план, как это поменять, но пока он не реализовался. По поводу планов мы тогда поговорим чуть-чуть попозже. Давайте тогда Алексей Гриценко тоже расскажет немного по поводу, возможно, вы дифференцируете маршрутное такси, из-за чего у нас возник спор. Расскажите, пожалуйста, вообще, как устроена ситуация с маршрутными такси в Новосибирске сейчас, как они курсируют, может быть, какие модели, опять же, частные они или муниципальные и так далее. Ну, давайте сначала немножечко с понятиями определимся, чтобы у нас не было разногласий. Что такое маршрутное такси, а что такое автобус особо малой вместимости? То есть и то может быть «Газель», но не все из этого надо называть маршруткой. То есть маршрутка – это транспортное средство, которое работает по нерегулируемому тарифу. То есть это самое главное отличие. То есть перевозчик сам устанавливает на нем стоимость. И есть города, например, в соседнем от нас Томске, маршрутками они называют пазики. То есть они у них ходят по нерегулируемым тарифам и не предоставляют льготы. В то же время автобус особо малой вместимости, «Газель», там, «Форд Транзит» или другое, они могут работать по муниципальному маршруту, перевозить льготников, принимать карты и так далее. То есть вот это самое главное отличие, и в своем выступлении я буду маршрутками называть именно вот это, ну, чтобы было понимание. В Новосибирске маршрутные такси появились еще на рубеже 70-х, 80-х годов, то есть тогда это были еще муниципальные предприятия, и основная цель маршрутных такси это была подвоз из удаленных микрорайонов до ближайшего транспортно-пересадочного узла. Метро тогда еще не было, поэтому это были какие-то ключевые остановки. Одним из главных направлений было соединение центра города с Академгородком, то есть там расстояние достаточно большое, почти 30 километров. На промежуточных остановках пассажиров мало, поэтому, грубо говоря, все загружались в Академгородке и выходили в городе. Ну, возможно, в то время какая-то была в этом необходимость, хотя транспорт более-менее тогда ходил. В 90-е, конечно, когда муниципальные предприятия начали переживать тяжелые времена, начались проблемы с подвижным составом, частные перевозчики быстро это поняли, и эта ниша не осталась пустая, и на улицы вышли всем известные газельки, которые начали заполнять город, и на рубеже 90-х нулевых годов, наверное, было уже под 100 маршрутов, которые дублировали почти все муниципальные маршруты, то есть именно так они заходили на рынок, то есть брали муниципальный маршрут и его паразитировали, скажем так. И потом уже пытались накатывать какие-то другие связи. То есть стандартная схема была спальный район, станция метро, спальный район. Ну, то есть, чтобы всегда был пассажиропоток в любое время суток. Кроме того, в 90-е годы поменялись точки притяжения, то есть перестал массовый спрос быть между спальным районом и каким-то промышленным предприятием. То есть
повысилась мобильность в городе, появились новые транспорт, ну, точнее, потребность в перемещении, и муниципальный транспорт, ну, не успел адаптироваться под эти изменения, и, ну, частные перевозчики тоже взяли это на себя. Постепенно, ну, у муниципалитетов, конечно, в те времена деньгами было плохо, как и обычно. Постепенно муниципалитет начал, ну, уходить от пассажирских перевозок и отдавал частникам основные, как бы, прибыльные маршруты, а сам оставался на каких-то социальных, ну, куда бы частник добровольно не пошел. Это были и маршрутки, и автобусы большей вместимости по типу пазиков. И так, наверное, продолжалось до середины нулевых годов. Тогда одним из первых, как бы, постановлений городского совета было о том, что пазики поменять на автобусы большей вместимости. Но это, правда, были не маршрутки в том понимании, это были просто частные коммерческие автобусы. Потом постепенно, уже, наверное, последние 10 лет город начал понимать, что нельзя эту систему пускать на самотек, потому что она абсолютно неуправляема. Маршрутки хотят сегодня выходят, хотят не выходят. Невозможно заставить их ездить в вечернее время. Возможно их заставить куда-то продлить маршрут, то есть, ну, не хочу и все, никак ты его не заставишь. Кроме того, льготников они не перевозят, соответственно, все сливки с перевозок собирают они в виде налички, а муниципальным предприятиям достаются льготники. И, ну, город это, конечно, не устраивает, потому что они теряют деньги, и нет возможности развивать общественный транспорт, то есть нет денег ни на обновление, ни на зарплаты и так далее. То есть муниципальный транспорт деградировал. Ну и пока не было принято директивное решение о том, чтобы начать закупку подвижного состава и постепенно убирать маршрутные такси с каких-то направлений, то есть эта система в корне не менялась. Дальше, наверное, следующим таким толчком был, наверное, ковид, когда действительно пассажиропотоки упали, и многие частные перевозчики, особенно на «Газельках», не выдержали этот период и начали самоустраняться. Параллельно с этим начал входить в силу 220-й федеральный закон, который обозначил перевозки по регулируемому тарифу и нерегулируемому тарифу. Кроме того, с 2018 года началась программа «Безопасной и качественной дороги», которая в одном из критериев было количество маршрутов на муниципальном контракте. То есть у городов появился стимул развивать свой муниципальный транспорт, который играл по определенным правилам. Город просто перестал продлевать контракты по некоторым маршруток. Вот постепенно, вот за последние, наверное, 10 лет, ну, маршрутов может быть 15 из 60 уже, наверное, таким образом ушло. Еще, наверное, с десяток, ну, просто закрылись по другим причинам, просто не выдержали конкуренции, не выдержали рынка, и постепенно все-таки количество маршруток уменьшается. На сегодняшний день, конечно, в городе уже нет вот этих 13-местных душных газелек. Большинство из них это различные модели европейских, Peugeot, Ford и так далее. Но, тем не менее, от этого они не становятся более безопасными, более комфортными, какими-то предсказуемыми и так далее. Спасибо вам большое за такой подробный ответ. Давайте тогда дадим слово Максиму, да? Максим еще не говорил, правильно? Да, я еще не говорил, кроме представления. Но я расскажу про Петербург. У нас, на самом деле, довольно-таки давно стали наводить порядок с маршрутками. Еще в начале нулевых, примерно в 2001 году, при, как я считаю, лучшем, с большим отрывом губернаторе Санкт-Петербурга Яковлеве. Там было несколько трагедий, связанных с тем, что были неквалифицированные водители и маршрутки сами по себе плохого качества. Тогда вот, собственно, стали убирать эти пазики, как все тут говорят, переходить на настоящие пазы, ну, современные. И плюс, соответственно, как вот Алексей говорил, всякие эти Форды и прочие иностранные аналоги. Уходить от газелей. Это была первая такая часть реформы. Потом постепенно стиралась разница между городскими автобусами, муниципальными и маршрутками, потому что ввели везде льготные билеты, возможность оплатить проездными карточками для студентов, принимались пенсионные удостоверения и прочее. То есть разница стерлась в плане оплаты. И, собственно, стали вводить массово терминалы для безналичной оплаты, то есть уход был от этого, от наличного расчета, который, собственно, приводит к уклонению от налогов. Нормализовывался процесс из года в год. Примерно 10-15 лет назад уже, в принципе, проблема была решена. Далее, в 2016 году примерно стали активнее проверять документы у водителей, то есть, чтобы не было нелегальных мигрантов, чтобы у всех были в порядке документы, права и прочее. И вот, собственно, эта проблема тоже более-менее нивелирована. Тут надо оговориться, что Петербург все-таки очень большой город и очень разнообразный. Если мы говорим про исторический центр, то в большей его части, в принципе, маршрутки и не нужны были изначально. Они забивали собой пространство, дублировали городской транспорт, ну и, соответственно, учитывая низкую пропускную способность самой маршрутки, как бы это было нерентабельно. И долгое время стоял разговор об их отмене, но нужно оговориться, да, вот. Даже центр Петербурга очень разный. Например, одно дело там центральный или Петроградский район,
где большая протяженность метро, в принципе, все в порядке с городскими автобусами муниципальными. И есть, например, Васильевский остров, где у нас всего 2 станции метро, а при этом огромные расстояния. Мосты, то есть как бы ходить пешком там не очень удобно. Мне кажется, вот там вот как раз маршрутки были очень даже в тему, как в городах-спутниках, так называемых. У нас есть Кронштадт, у нас есть Ломоносов, который административно к Ленинградской области относится. Ну, то есть относится административно к Петербургу, находится в Ленинградской области. Очень далеко от основных магистралей города. Есть у нас Шушары, где не так давно появилось метро, называемое Шушары, но оно находится не в Шушарах, а довольно-таки далеко от, собственно, самого муниципалитета. А сам муниципалитет – это огромные многоэтажные дома. И вот одним махом 15 июля 2022 года отменили все маршрутные такси в Петербурге. Запретили, теперь у нас их нет. Естественно, взвыли люди как из центра, с Васильевского острова упомянутого, так и люди, живущие на окраинах. У нас до сих пор очень мало вводится в эксплуатацию станций метро. Есть целые районы огромные, типа Красносельского, густонаселенные, постоянно растущие, где нет вообще ни одной станции метро. Там маршрутки были реально спасением, никакой адекватной замены не было предоставлено. Вот вы наверняка сейчас слышали про вот эти чудовищные случаи с трамваями-убийцами, что-то названными в честь Довлатова, да, и Достоевского, по-моему, тоже. Вот такая замена пришла, получается, маршруткам. Какие-то абсолютно ломающиеся, неадекватные автобусы и трамваи, и, соответственно, пропускная способность тоже низкая, то есть в большинстве своем горожане недовольны. И вообще моя идея в том, что ни в одном регионе, и тем более ни в одном городе нельзя подходить совсем одинаково ко всему, особенно если мы говорим про мегаполисы. Везде есть какие-то особенности, нюансы. Вопрос маршруток я бы оставил муниципалитетам, ну, добавил как полномочия, чтобы они смотрели уже, собственно, по потребностям жителей. Да, Максим, спасибо большое. Довольно подробно тоже рассказали про Санкт-Петербург. Я, наверное, бы хотела небольшое слово дать Татьяне. Вопрос под таким ракурсом. Все-таки пытались интегрировать маршрутное такси в транспортную систему Москвы, но даже вот как раз мы обсуждали, да, до записи Мерседесы, которые курсируют в более, ну, как бы в других местах, в общем, мира. Вот. И Мерседесы были в Москве, которые комфортабельные, с кондиционерами, но в итоге это почему-то не прижилось и тоже отрезалось. Вот не могли бы вы немножко про вот это рассказать? Смотрите, да, то есть я, во-первых, была депутатом, собственно, последние очень много-много лет жила в центре города, где этого не было от слова совсем, да, такого явления. Я так, в принципе, если рассуждать, когда я последний раз видела что-то похожее на маршрутку, это было вот лет так 5 назад. Позже никогда этого я не замечала, да, такого явления. Значит, у нас, ну, здесь очень важно, конечно, определиться с терминологией, там, да, правильно было такое обсуждение, что мы считаем маршруткой. Либо мы считаем каких-то частных перевозчиков, да, которые, соответственно, не встроены в городскую систему, да, назначают свои цены, не взимают местные проездные, местные льготы, зачастую там пользуются наличной оплатой и так далее, да. Либо мы говорим просто о явлении маршрутка, да, как специфический вид городского транспорта, да, это все нам известные вот там газельки, да, это еще какие-то вот такие моменты. В Москве, собственно, они остались, да, но они остались как часть городского транспорта, то есть, я думаю, со мной согласитесь, сами из Москвы, да, вы помните, что, собственно, есть что-то похожее, да, на типичную маршрутку, но это в символике общественного транспорта города Москвы, это принимает все карты, это принимает, соответственно, всю систему льгот, останавливается только на, как я понимаю, на легальных остановках, то есть это фактически просто как такие микроавтобусы, да, небольшие какие-то автобусы, да. И с этой точки зрения это весьма трудно отличимое явление от обычного городского транспорта. Да? Они встроены абсолютно в систему, просто они могут использоваться там в некоторых местах, где вот удобно пустить вот такой вид транспорта. Вот, насколько я помню, раньше было очень много маршруток, которые периодически ходили крупным рынком, вот около ВДНХ это зачастую было. Также это было на окраинах, ну, на юго-западной, когда это еще было окраиной, да. То есть вот где-то вот на краях города, да, на окраинах, вот, да, по-моему, там все это как бы еще в какой-то степени осталось, да, но это мы не можем назвать каким-то частным транспортом, да, это не частная такая классическая маршрутка из 90-х, с нулевых, которую мы все запомнили. Значит, я хотела добавить к тому, что сказал Максим, вот у Максима было такое инновационное предложение, пускай муниципалитеты решают, и в рамках дискуссии хотелось бы высказать некоторые
сомнения по поводу того, как это могут решать муниципалитеты в городах федерального значения типа Санкт-Петербурга и Москвы. То есть мне это представить весьма трудно. У нас свыше сотни, соответственно, муниципалитетов в Москве. Абсолютно мы не имеем никаких полномочий по транспорту, и весьма странно такое решать, учитывая, что многие, в принципе, маршруты, они межрайонные, да, и там могут быть даже межокружные в рамках там, округов города Москвы. Вот то, что я хотела добавить. Да, спасибо. Да, Максим, давайте тогда коротко и потом перейдем к следующему вопросу. Да, у меня короткий комментарий. Просто вот упомянутые города спутника, типа Пушкина, Павловска, Петербурге, у них есть дополнительные полномочия, они в их видении находятся дороги местного значения. Так что, в принципе, зачатки таких полномочий есть даже сейчас. В принципе, такая проблема решается тем, что, как в Петербурге, нужно просто делать муниципалитеты в границах районов. У нас называется районами, их 18 штук. На таком уровне это можно было бы решить. Конечно, на нынешнем, да, когда там 50 тысяч человек в одном муниципалитете, это, конечно, было бы странно. Но вот идея в том, чтобы укрупнить муниципалитеты, дать им полномочия, забрать у города. Чтобы не было одного такого большого волонтаристского решения, которое, собственно, не учитывает особенности и разнообразие города. Мне очень нравится ваше предложение укрупнить муниципалитет и провести все эти процедуры для того, чтобы сохранить маршрутные такси. Это звучит как такая целая программа большая. Можно где есть потребность в этом, не везде. Я еще маленький момент в рамках дискуссии. Максим, но ты все равно говоришь про то, чтобы такие маршрутки, они были как бы в системе общегородского транспорта, то есть принимали льготы, да, со всего города, да, только безналичная там оплата, да, вот ты про это, да? Правильно понимаю? Ну, конечно. Весь мой рассказ был о том, что, собственно, разница стерлась, и в Петербурге они платили налоги, это была дополнительная конкуренция городскому транспорту. Это всегда хорошо. Как бы. Конкуренция – двигатель прогресса. А сейчас все идет к очередной монополизации, монополии, соответственно, всегда сказывается на качестве услуг. И в этом моя идея была. Да, это такая интересная на самом деле тема. Давайте как раз ее и затронем. Хотелось бы, чтобы высказался Алексей Кофман и Алексей Гриценко тоже по этому поводу. Как вы как раз-таки себя видите? Должно ли существовать маршрутное такси, маршрутка? Все то, что мы пытаемся сегодня обозначить. В каком виде оно должно существовать в транспортной системе? То есть должны ли быть частники или нет? Должны ли они быть встроены в муниципальную систему? Должны ли быть стерты вот эти границы? Как бы вы себе представили вот эту идеальную модель транспортной городской сети, учитывая особенности вашего конкретного города? Давайте начнем тогда с Алексея Кофмана. Я, кстати, хочу еще отметить по поводу вот определения. Действительно, если мы считаем маршрутками то, что ходит не по регулируемому тарифу, то у нас вообще маршруток нет, потому что у нас уже как бы система дошла до той стадии, когда все частные перевозчики, которые оперируют в основном маленькими автобусами, они тоже по муниципальным контрактам работают и тоже по регулируемым тарифам, то есть они принимают все транспортные карточки, они возят льготников и так далее. То есть у нас в этом плане уже довольно-таки цивилизованная ситуация в Петербурге. И, в принципе, может и грех жаловаться уже. И по поводу того, что же дальше делать и куда эту систему, как ее привести, скажем так, к идеалу, у нас, в принципе, в городской администрации есть уже план, который в принципе, работает. То есть, что они решили сделать? Они сейчас всех перевозчиков переводят на брутто-контракты, то есть это еще более такая высокоуровневая система, когда город забирает себе все сборы с билетов, и перевозчик уже не ему без разницы, сколько он провез пассажиров и так далее, понял маршрут, а перевозчик просто получает плату по факту совершения работы, соответственно, перемещения, перевозки людей по тарифу, по маршруту, которому указал город. Сейчас мы переходим на эту систему брутто-контрактов, и, соответственно, открывается возможность городу уже спокойно, без противодействия частников, просто, условно говоря, нарисовать новые маршруты, так как они должны быть, уже приблизиться к более-менее идеальной системе. Вот. Тут, конечно, есть вопрос в профессионализме, в количестве, скажем так, возможностях интеллектуальных вот этих ведомств, которые этим будут заведовать, как они смогут это сделать. Но в целом идея в том, что у нас сейчас проблема в том, что, моя идея, в том, что у нас сейчас частники на маленьких автобусах ездят по прямым маршрутам, а большие автобусы по кривым. Вот. И если администрация сможет просто поменять, сделать, чтобы по прямым маршрутам ездили большие автобусы, а маленькие обслуживали какие-то межрайонные связи, на которых не так много пассажиров, и они не так часто должны ходить, то, в принципе, все устаканится и будет более-менее нормально. Вот. И, есть, на самом деле, надежда, что Екатеринбург уже в течение полугода к
такой системе придет. Можно я, наверное, сделаю какое-то небольшое уточнение? Вот с точки зрения жителей Екатеринбурга, помимо там загруженности маршрутного такси, вот вы говорите, что надеетесь, что перейдет к такой системе. Какие очевидные проблемы для вас именно с курсирующими этими маршрутками? То есть они, допустим, занимают какие-то места, из-за них возникают аварии, это небезопасный вид транспорта. То есть... Проблема в том, основная, что они ходят по прямым маршрутам, а те места, которые отдаленные, в которых мало живет народу, куда никто не хочет ездить, туда ездят большие муниципальные автобусы. Вот это основная проблема, из-за этого не хватает именно провозной мощности. То есть они расходуются неэффективно, и поэтому вот эти маленькие автобусы, хотя они очень часто ходят, они ходят битком, и они из-за этого супер некомфортны. Ну, то есть я правильно понимаю, что предложение мэрии заключается в том, что помимо того, чтобы обеспечить какую-то стабильную, устаканенную какую-то работу в плане договоров, да, там, чтобы у них не было, чтобы доход водителей не зависел от количества людей, которых они перенесли, если я вас правильно поняла. Да. Но еще и в том, чтобы перевести маршрутки как раз-таки в те отдаленные более, да, части города, а в том... Вот смотрите, да, то есть мэрия у нас уже переходит на брутто-контракты, но касательно того, как она изменит маршруты при этом переходе, еще неизвестно. То есть вот это предложение о том, что маленькие маршруты должны непопулярные маршруты обслуживать, а большие прямые популярные, это уже наше предложение как общественной организации и как группы общественников. Но я думаю, все равно мы как бы придем к этому, и мэрия тоже к этому придет. Просто они еще не настолько... На самом деле у нас... Вот с этим делом самое как бы большое препятствие, которое есть, это мнение местных жителей. Интересно. То есть у мэрии есть такой страх, они боятся менять маршруты, потому что будет недовольство. Потому что у нас уже была попытка транспортной реформы со сменой маршрутов, и она закончилась как бы ничем, все люди начали возмущаться, там было плохое информирование, и сейчас они боятся, они сейчас очень аккуратно это делают. То есть как бы вот перевести на брутто-контракты и дать больше денег перевозчикам, они готовы, как бы они везде об этом говорят. А поменять именно маршруты так, чтобы они стали эффективнее, они как бы очень аккуратно это делают, побаиваются, и пока не гарантировано, что все придет к хорошей системе, но мы на это надеемся. Дмитрий тут хочет задать вопрос. Разрешу ему это сделать в частном порядке. Да, спасибо. Я думал, что это можно делать всегда. Мы же собрались Ну, в том числе для того, чтобы задавали вопросы. Но давай. Хотел спросить, а зачем вам так нужен сапог государства во всех ваших местах? Потому что вы предлагаете, чтобы частники получили самые невыгодные маршруты, при том, что город получил более выгодные, при том, что город отлично пользуется бюджетом и деньгами, а частники должны столько зарабатывать. И плюс вы еще подаете как достижение то, что вы фактически убили любую инициативу бизнеса по какому-то там получению дополнительной прибыли из-за введения брутто-контрактов. Я не очень понимаю этот государственный подход, который, по-моему, не был эффективен, но, может быть, он эффективен только в Москве, который заваливается деньгами. Почему вы считаете его настолько эффективным? Спасибо. Спасибо за вопрос. Смотрите, тут немножко, на самом деле, два вопроса. Один – это почему мы обижаем частников, которые, почему наша администрация обижает частников, которые не смогут больше заработать, у них будет неэффективный маршрут. Вот как раз-таки при системе брутто-контрактов они не будут обижены, то есть им будет неважно, сколько у них ездит пассажиров. То есть, да, маленький автобус будет ездить там, где мало народу. Это просто с точки зрения общей эффективности эффективнее. Это первое. А второе, он будет получать, и ему без разницы, где он будет ездить. Проехав километр, он просто получит эту плату за то, что он проехал километр. И ему будет нормально с этим. Это вот на то, что несправедливо частников обижаем. Второй большой вопрос, это такой глубокий, очень профессиональный вопрос, заключается он в том, что на самом деле эффективнее. Конкуренция и рыночные механизмы, когда каждый пытается ездить как он хочет, пытается найти что-то там, какую-то прибыль как-то эффективнее сделать. Либо когда какие-то умные люди в комнате сели, расписали все маршруты, ты ездишь здесь, ты ездишь здесь, ты ездишь здесь, ты ездишь здесь, и получилась какая-то вот стройная система. И постоянно возникают вопросы, что эффективнее. То есть, казалось бы, с одной стороны рынок, но сейчас как бы просто современная транспортная наука, это мы не на российский опыт основываемся уже, а на мировой. Она заключается в том, что в данном аспекте именно конкуренция и вот этот рыночный механизм, он работает менее эффективно, чем централизованный, когда просто с точки зрения эффективности расписывается система, большие автобусы ходят, там, трамваи по одним маршрутам,
маленькие, определенные обслуживают. И это получается эффективнее, и это доказано, в принципе, в транспортной науке и в мировом опыте. Да, спасибо. Спасибо за ваш ответ. У нас относительно недавно была дискуссия, которая была посвящена как раз кооптации урбанизма, и там поднялся точно такой же вопрос, должны ли конкретные жители при помощи муниципальной помощи решать, что делать, или все-таки нужен генплан, нужны какие-то профессионалы, которые определяют развитие тех или иных районов, и тоже не пришли в этой дискуссии ни к какому консенсусу. Вот, думаю, то, что вопрос действительно спорный, и, наверное, стоит опираться как на научные данные, как и на какой-то конкретный индивидуальный опыт каждого региона, района и города. Вот вопрос, который вы обозначили, Алексей, по поводу того, что эффективнее, да, и как вообще работать с этой проблемой, я бы, наверное, хотела тоже переадресовать, перекинуть Алексею Гриценко. Расскажите вот как раз в контексте Новосибирска, может быть, как раз вы можете обозначить какой-то примерный план, который уже есть у властей, какой-то образ будущего, вот образ транспортной системы, либо какой-то вот ваш профессиональный взгляд, как бы вы считали, должен был быть решен вопрос с маршрутками, маршрутными такси, то, о чем мы говорим. То есть действительно ли должны быть частники или не должны быть, должна быть конкуренция, про которую говорил Максим, или нет, единообразие должно быть спущено сверху, или все-таки там жителям это нужно решать и так далее. Если бы вы тоже ответили, было бы здорово. Ну, давайте сначала частный транспорт общественный и муниципальный. Вот если взять расцвет частного транспорта, который, ну, пришелся, наверное, на начало середины нулевых в Новосибирске, то есть когда в городе было несколько сотен маршрутов, которые позволяли буквально из любой точки в другую добраться без пересадок, и то есть коммерческие перевозчики обеспечивали вот эту всю потребность перемещения по городу, обеспечивали уникальные какие-то связи транспортные, которые даже сейчас напрямую нет. Пассажиру, ну, грубо говоря, среднестатистическому было удобно, что он может подойти на остановку и вот на одном из 10 маршрутов уехать. Но система, чисто состоящая из частных перевозчиков, она не может сбалансировать эти перевозки, потому что каждый хочет ухватить более жирный кусок. Соответственно, по направлениям, где пассажиропоток большой, будет очень много маршрутов. И там будет избыток так называемой провозной способности, то есть автобусы могут вывести больше, чем там есть пассажиров. И тогда начинается конкуренция, начинаются гонки, начинаются отстои у станции метро. Опять наступает 9 часов вечера, и уже никому не интересно ездить. И все эти 200 маршрутов исчезают. И человек, который хочет вечером ехать домой, он едет либо на хиленьком, дохленьком муниципальном транспорте, либо на такси. Мне кажется, здесь должна быть роль муниципалитета в заказе на перевозки. Кто будет ездить, муниципальный перевозчик или частный, на самом деле не так важно. Главное, чтобы они играли по одним правилам. Ездили по расписанию от начала и до конца. Проезд был такой, льготы такие и так далее. Теперь давайте к планам. Как я уже сказал, в 2018 году появилась программа «Безопасная и качественная дорога», которая, ну, можно сказать так, хорошо встряхнула многие российские города, потому что появилась возможность с софинансированием в 60% получить федеральные деньги на покупку подвижного состава. Можно было покупать автобусы, троллейбусы, трамваи, то есть кто хотел, тот на то и делал ставку. Но были определенные условия, то есть надо было немножко для того, чтобы получить хорошее количество баллов, причесать свою, скажем так, транспортную систему. Это единый билет, то есть пересадочный либо безлимитный тариф. Это контракты муниципальные, то есть брутто-контракты. И количество нерегулируемого тарифа, ну, должно было уменьшаться. И при этом длина маршрутов электрического транспорта не должна была меняться там за последние 10 лет. По-моему, за все это города получали баллы. Для того, чтобы принять участие в этой федеральной программе, у городов должно было быть несколько документов транспортного планирования. ПКРТИ, комплексная программа развития транспортной инфраструктуры. И у этой программы у этого документа было два поддокумента. КСОД и КСОДД. Комплексная схема организации дорожного движения и транспортного обслуживания. На основании научных данных, то есть на основании исследований пассажиропотока, анализа перспективы развития города, то есть в соответствии с генпланом, составлялся научно обоснованный план по развитию маршрутов и определялся, достаточно ли провозная способность на том или ином направлении на сегодняшний день, какая она нужна будет через 5, через 10 лет, какие транспортные связи нужно улучшить, потому что есть показатель коэффициент пересадочности, то есть в среднем
он, по-моему, должен быть около 1,5. То есть из одной точки в другую должно быть определенное количество связей без пересадок, количество определенно допускает там 1 или 2 пересадки условно. И на основании этого выстраивается некая модель, которая легла в основу вот этой всей программы и которая должна была быть неким мастер-планом для развития общественного транспорта в городе. Благодаря этим документам мы получили деньги на несколько маршрутов. То есть у нас есть сейчас 3 маршрута автобусов, которые на брутто-контракте, и, соответственно, данные автобусы там курсируют. Есть 2 троллейбусных маршрута, которые на брутто-контракте по БКД. И, ну, вообще все троллейбусные 13 маршрутов сейчас на брутто-контрактах. Трамвайные маршруты пока не переведены, и другие муниципальные автобусы. Но не могу сказать, что вот этот КСОДТ очень сильно соблюдается на сегодняшний день, потому что там немножко были заложены нереалистичные планы. Потому что кроме того, что нужно организовать сеть маршрутов, обеспечить их определенным подвижным составом малого класса, среднего, большого или даже особо большого, там еще необходим был ряд организационных мероприятий для того, чтобы эта транспортная система работала. Где-то это были какие-то локальные, там, перенос остановочных пунктов, новые, там, создание транспортных пересадочных узлов. Были какие-то более глобальные, которые требовали реконструкции определенной уличной дорожной сети, например, там, организация выделенных полос. Вот в этом плане полный провал, конечно, в городе. Буквально по пальцам пересчитать, где это действительно работает, где это не просто краской нарисовали и забыли, а где выделенная полоса, есть камеры видеофиксации, и вся эта система едет. Вот если рассматривать город как транспорт, как вот такую научно обоснованную систему, то, в принципе, маршрутные такси, как нерегулируемый тариф, вообще тут не должны участвовать. Но весь транспортный каркас города строится на нескольких китах. Первое – это магистральные маршруты, то есть это метрополитен и линии трамвая. Дальше идет подвозящий транспорт из основных районов, то есть это автобусы большой вместимости, троллейбусы. И есть ну, такие более мелкие маршруты, можно их называть социальными, как в Москве, можно какие-то как-то еще их обзывать. То есть там, где реально малый пассажиропоток, но людям тоже надо ездить. По нормативам от многоквартирного дома до остановки должно быть 500 метров, от частного 800 метров. То есть, соответственно, даже в частном секторе необходим общественный транспорт. Вот там ни физически, ни как бы практически, кроме автобуса особого малого класса, Ford Transit или там Peugeot Boxer, ничего не получится запустить. То есть вот на каких-то таких маленьких подвозящих локальных маршрутах маршрутные такси могут быть. Они могут быть на каких-то пригородных перевозках. Вот у нас, например, в пригороде строятся ну, коттеджные поселки, и там ну, даже сам застройщик организует ну, такие шаттлы. Ну, почему бы нет? Они, конечно, не относятся к общегородской транспортной системе, они как заказные перевозки работают, но вполне организация таких маршрутов, коттеджный поселок, станция метро, ну, почему бы нет? На одной остановке сели, другой все вышли. Возможно, туда автобус там, среднего класса, ну, будет неэффективен. Если посмотреть исследования, то есть специалисты городского электрического транспорта, по-моему, в 2021 году проводили исследования, и для каждого класса подвижного состава автобусы, троллейбусы, трамваи разной вместимости прописали пассажиропоток, при котором он наиболее эффективен. Вот для маршруток, то есть для автобусов особо малой вместимости, это 80, 100, максимум 120 человек в час. Вот на таких маршрутах они вполне могут быть. Но, как мы уже сказали, регулируемый тариф, льготы и доступность для маломобильных граждан. Такие транспортные средства на сегодняшний день доступны на рынке. Спасибо большое. Да, Дмитрий, ваш вопрос. Да, спасибо. У меня вопрос, Алексей. Я в Москве жил на станции метро Пролетарская. Это как бы центр города. Ну, не такой центр, как у Татьяны, но тоже немножко центр. Полчаса пешком до Таганки, соседней станции метро Таганской. И я прекрасно видел транспортную реформу как раз, когда вводили вот эти вот магистральные автобусы, когда это реформировалось у нас в нашем районе. И если я раньше дожидался транспорта до этой реформы, дожидался транспорта от метро до дома минут 5 в среднем, то после нее время ожидания увеличилось до 20. И в связи с этим у меня вопрос. Почему все умные, продуманные урбанистические градостроительные планы приводят практически всегда к тому, что все становится только хуже для жителя? Спасибо. Спасибо, Дима. Такое интересное обобщение Дима сказал по поводу того, что... Возможно, значит, не все продумано. Смотрите, действительно, если брать маршрутное такси для того, чтобы ну, обеспечить перевозку определенного количества пассажиров, нужно большее количество транспортных средств, соответственно, на них интервал меньше.
Логично, что если мы заменяем маршрутку, которая ходит с интервалом в 5 минут, то автобус будет ходить с интервалом в 10 минут. Но даже для того, чтобы автобус ходил с интервалом в 10 минут, нужно провести ряд организационных мероприятий. То есть у автобуса должен быть коридор выделенной полосы, приоритетный перекресток, для того, чтобы он не вставал в пробках. Потому что маршрутка, как мы знаем, может и по дворам объехать, может еще и как-то по-другому сделать, там, по встречке на красный и так далее. Автобус такого сделать не может. Ему нужно цивилизованный приоритет. Соответственно, если какие-то организационные мероприятия на этапе не были выполнены, то мы получим такой результат. В принципе, в Новосибирске происходит то же самое, и даже если автобус ходит с интервалом, ну, как один из автобусов по ВКД, с интервалом 5-6 минут, часы пик, из-за пробок вместо часа он едет час 40. Соответственно, можно посчитать, насколько увеличится интервал, то есть это может быть и 10, и 15, и 20 минут. Конечно, маршрутка ходила каждые 5 минут. Винить в этом автобус нельзя, надо винить тех, кто не провел достаточное количество организационных мероприятий. Алексей, Это вы меня сложно, чуть-чуть неправильно поняли. Маршруток уже не было. возможно. Ходили автобусы. Только автобусы и провели как раз вот эти вот организационные мероприятия по ведению Мгм. магистральных маршрутов, каких-то районных маршрутов и так далее, и так далее. Все это должно было стать эффективнее, но эффективность что у нас, что вот у моих знакомых почему-то привела только к увеличению времени ожидания. Я не знаю, для кого это эффективность. Надо смотреть, что было, что стало. Мне так сложно будет ответить по конкретно вашему вопросу. Я сказал, как я понимаю, в чем может быть причина. Вот конкретно, что у вас было, что стало, здесь сложно понять. А Да, можно я еще скажу? да, Алексей, Есть, давай. смотрите, есть помимо предпринимаемых изменений, да, которые администрации предпринимают, есть еще некие тренды. И на самом деле, когда мы сравниваем какие-то периоды с предыдущими периодами, и становится хуже. Тут есть две вещи. Вот у нас в Екатеринбурге, я могу за нас рассказать. Во-первых, был ковид в какой-то момент, и вот транспорт как бы работал, уже не очень как бы работал, а потом начался ковид, и он вообще слег, стало совсем плохо. У них стало вообще очень мало денег, и они как бы стали хуже существенно работать. Вот, казалось бы, никто не менял. У нас вот не было такой ситуации, как у вас в Москве, да, где стали там что-то начали менять, реформировать, там улучшать, изменять, еще что-то. Вот ничего не было, просто он загнивал медленно, а потом начался ковид, и он начал загнивать быстро. Это вот первая вещь, которая произошла, первый тренд. Второй тренд – это началось СВО, и начались достаточно большие кадровые проблемы, особенно у транспортников. И вот последние 2 года, если вы сравните, если вот, допустим, даже город ничего не делает, и у них там этот городской транспорт на каком-то самообеспечении находился, у нас лично в Екатеринбурге, последние 2 года прямо коллапс начался, особенно вот зимой, потому что стало меньше людей, люди уже там зарплатами проблема, зарплаты как бы инфляция, зарплаты нужны большие, а денег не хватает, и людей не хватает. Вот, это второй тренд, который тоже не позволяет нормально сравнивать с предыдущими периодами вот эту ситуацию. Ну, они как бы реально есть. И ковид, и СВО, они реально существуют, и они прямо сильно очень влияют на транспорт. И у нас как бы никто ничего не делал, ничего не менял. И вот только в последний год они спохватились, говорят, все, так больше жить нельзя, если там еще одна такая зима будет, то у нас все, как бы все. И они начали работать. Вот, поэтому тут вот может быть с этим какая-то проблема. И второе, что я хочу тоже отметить, что по поводу маленьких автобусов, вот этот вот тренд, что у нас очень мало становится рабочей силы, мало именно, то есть у нас не хватает, у нас нормально автобусов, у нас нормально троллейбусов, там трамваи можно отремонтировать, но у нас в городе проблема с тем, что не хватает именно водителей. Вот, и поэтому тоже тут есть надежда, что если станет меньше маленьких автобусов и будет больше больших автобусов, то именно ситуацию с водителями это как бы позитивно скажется. У нас недавно был форум Технопром в Новосибирске, и там тоже обсуждались вопросы, что во всех городах сейчас дефицит водителей общественного транспорта, и в ближайшее время вряд ли эту ситуацию как-то можно будет глобально улучшить. Поэтому переход на автобусы большей вместимости – это как выход из ситуации действительно. Да, Татьяна, прежде чем я передам вам слово, наверное, хотела еще спросить Максима, поддерживает ли он вот это последнее высказывание, что мне было бы интересно узнать ваше мнение. Нужно ли городам вообще в целом двигаться от такого мелкогабаритного, маленького средства перемещения к более большим комфортабельным автобусам? Вообще присутствие подобных, Алексей Гриценко говорил, да, присутствие вот подобных автобусов малой вместимости, должно ли оно быть в городе, необходимо ли оно, или от них вы считаете, допустим, тому же Санкт-Петербургу стоило бы перейти на что-то другое? По поводу того, что они очень жестко обрезали и
решили как-то железной рукой этот вопрос решать, это я поняла. Но, допустим, если бы они сделали то же самое, но на линию вышло бы больше автобусов, это бы удовлетворило жителей? Это к Максиму вопрос. Ну, очень комплексный и сложный вопрос. Я бы тут добавил еще скоростной трамвай, потому что это тоже отличный вид транспорта. Но вы видите, как он у нас реализуется в Петербурге, что это какой-то трамвай имени Берлиоза получается. Глобально, конечно, да, ответ, но в частности всегда, мне кажется, должны какие-то сохраняться. И вот я хотел добавить про брутто-контракты, помянутые здесь с двух разных сторон. Наверное, все-таки они нужны там, где, в принципе, невозможно коммерческую выгоду получить. То есть это где-то какой-то социальные перевозки получаются, пусть даже они частные. Вводить их везде, конечно, ну, спорно для экономической эффективности. Ну вот, наверное, так отвечу пока. Да, Татьяна. Я хотела бы, наверное, спросить у всех участников дискуссии, вот просто вот такой момент на подумать, потому что есть такое подозрение, что в некоторых ситуациях у нас может идти речь не о том, как улучшить, да, общественный транспорт в отдельном городе или регионе, а, скажем так, вот с другой плоскости, если посмотреть, что идет вот вопрос передела рынка, да, что вот есть какие-то крупные предприниматели, владеющие, соответственно, в том числе маршрутными, да, там, маршрутным транспортом, и идет просто такая стоит задача у конкретных предпринимателей, например, вот этот кусок рынка, так сказать, отобрать, да, то есть нет ли здесь такого сюжета, нет ли здесь такого момента в каких-то отдельных местах, регионах, да, то есть все это под прикрытием, да, улучшения там общественного транспорта, да, а по факту идет просто обычный передел собственности рынка. Может быть, есть какие-то препятствия, да, когда хотят, к примеру, эти владельцы транспорта как-то легализоваться, да, говорят, да, мы хотим работать, хотим, соответственно, быть в системе транспорта вашего региона, пожалуйста, а им чинят определенные препятствия и просто фактически вытесняют их с рынка. Может быть, кто-то что-нибудь знает об этом? Было бы интересно послушать. Спасибо. Потому что вроде как у Дмитрия был похожий сюжет, и у Максима тоже есть там виньетка по поводу Нижнего Новгорода. Да, я, наверное, скажу. Я довольно много занимаюсь Мурманской областью по ряду причин, и могу сказать, как дело стоит там, ну, в таком некотором приближении, потому что я давно не живу в Мурманске и давно там не был, больше 10 лет, и как-то вот не смогу это все описать объективно, но в каких-то ракурсах, наверное, смогу. И ситуация там такая, что если там 10 лет назад были настоящие маршрутные войны с сжиганием микроавтобусов, с стрельбой по водителям и владельцам компаний. Где-то, может быть, лет 7 назад это все отрегулировал бизнес сам между собой. Перестали стрелять и начали договариваться. И сейчас маршрутками занимается 2-3 крупных компании, у каждой из которых отличные отношения с губернатором. Не знаю, насколько какие именно, но очевидно отличные, потому что как минимум одна из них. Но одна из этих компаний получает огромные господряды на ремонт дорог, кроме маршрутов, и по брутто-контрактам обслуживает ряд рейсов в области. А владелец другой директор водоканала. И то есть он тоже, очевидно, как бы, ну, системный человек теперь. В общем, они как-то договорились, маршрутки, возможно, будут вытесняться, возможно, не будут вытесняться. То есть вот, как это происходит сегодня, я не знаю, объясню почему. Но раньше было так, но вот как-то вот произошло некоторое укрупнение бизнеса. И не то чтобы он достался провластным людям, просто владельцы этого бизнеса договорились с властью и стали вполне себе такими цивилизованными. Вот у меня все. Да, спасибо, Дмитрий. А Максим? Да, вот, ну, хотелось, наверное, на последнюю реплику ответить. Дмитрий писал в чате, зачем нужен сапог государства. Ну, как раз он и нужен, чтобы не было этих картельных сговоров. Потому что, когда перестают стрелять и договариваются, зачастую получается так, что они взвинчивают цены и держат их на определенном уровне, не повышая качество услуг. Собственно, моя идея в том, что государство, ну, городские власти здесь должны больше быть как регуляторы и заниматься стратегическим планированием, чтобы смотреть общую картину города. А так или иначе продумать каждый конкретный муниципалитет и район, это невозможно. Но и отдавать все в частные руки на откуп каким-то большим компаниям, а тут априори как бы при такой небольшой марже будет монополия. Все-таки я представляю тоже антикоррупционный проект. Эту сторону тоже хотелось бы осветить. То, что Татьяна спрашивала, да, мы до этого обсуждали. Я просто участвовал в выборах, помогал партии «Яблоко» в 2015 году в Нижнем Новгороде, в городскую думу. Естественно, ну, они там не вели толком кампанию, никуда не прошли. При этом была очень активная КПРФ, и КПРФ один из главных спонсоров и кандидат, по-моему, он был. Он как раз один из владельцев маршрутных такси был, и он в период кампании сильно демпинговал цены,
То есть прям сильно люди от этого выиграли, соответственно, голосовали за КПРФ. Они там взяли почти все округа, потом, собственно, бились в ТИК за то, чтобы победу сохранить. То есть да, тут даже в российской нынешней системе зачастую бизнес как-то прорастает и где-то даже участвует в политике независимой. И от этого жители что-то тоже выигрывают. Собственно, в том числе и поэтому я тут выступаю таким адвокатом дьявола, защищая маршрутные такси, потому что, ну, все равно тут нужно, мне кажется, соблюдать баланс между какой-то либертарианской утопией и вот этим всем совковым централизованным планированием, и то, что у нас будет одна государственная или две-три компании, которым владеют главы там водоканала и строители дорог, это как бы другая крайность. Мне кажется, тут должен быть баланс и конкуренция. Вот моя идея в этом. Да, и, кстати, еще пример про Новгородскую область. Это мои, собственно, первые выборы, где я участвовал. Там, наоборот, был кандидат от «Единой России», которого демпинговали в его сторону. То есть там людей стали вообще бесплатно подвозить. И мы там писали жалобы, что это совсем уж, ну, как бы невозможно. И вот они за счет этого выиграли выборы мэра города Чудово. То есть буквально там 10%, и решающие эти 10% они взяли за счет того, что просто последние недели бесплатно людей возили, особенно пенсионеров, и без всяких каруселей люди проголосовали. Ну да, вот политический момент, он в разные стороны в России работает и всегда как бы где-то проявляется в самых неожиданных местах. Вот удивительно, мы узнали то, что маршрутки были, отлично сказывались на политической какой-то конкуренции и даже обеспечили кому-то победу на выборах. Удивительно. Да, у нас, в общем-то, практически не осталось времени. Я бы, наверное, хотела обратиться ко всем с таким общим вопросом. В общем-то, это вопрос нашей с вами дискуссии по поводу того, что маршрутки и вообще маршрутные такси, такой вид транспорта в городе при тех условиях, давайте при тех условиях, которые есть сейчас в вашем городе. Необходимы ли они? Или все-таки от них лучше отказаться? Необходимы ли они в том виде, или все-таки требуют какой-то реформы? Вот, давайте, ну, то есть просто коротко, давайте начнем с Алексея. То есть, допустим, оценить, в том ли направлении двигается городская администрация по регламентации этого вопроса. Ну, смотрите, то есть вот про маршрутки в классическом виде, как я их обрисовал, ну, я считаю, что, во всяком случае, в системе городского транспорта, тем более как один из основных видов транспорта, то есть, ну, маршруткам точно не место. Это должен быть цивилизованный, современный общественный транспорт, который работает по одним законам. Это могут быть действительно автобусы малого, особого малого класса по определенным направлениям. Но это не должно быть вот как-то хаотично, беспорядочно и неуправляемо. Более того, когда таких маршрутов много, это представляет угрозу для транспортной системы города. Как раз речь про монополизацию, то есть может быть сговор между предпринимателями, особенно те, которые, ну, монополист на каких-то направлениях. Кроме того, они могут какие-то свои условия выдвигать, парализовав систему общественного транспорта и так далее. То есть большая часть должна быть обязательно управляемая. Да, и тогда дополнение, да, последнее, какие-то шаги вот ваш город, конкретно Новосибирск или на уровне региона предпринимает по поводу вот этой транспортной какой-то, транспортного реформирования? И если да, то как вы оцениваете это, положительно или скорее негативно? Да, то есть вот в последние 5 лет идет постепенный отказ от продления лицензии на перевозки, на маршруты, маршруткам, и они заменяются автобусами средней и большой вместимости. Направление верное, но как это происходит, не очень, ну, как бы хорошо. В каком плане? Я считаю, что профессионалы, специалисты должны как бы задавать вектор развития. Но здесь должно быть, ну, можно сказать, как соучастное проектирование в общественном транспорте, то есть все равно нужно обсуждать с теми, кто каждый день пользуется этим общественным транспортом. Потому что вот Советский район, Академгородок, там началась, ну, можно сказать, транспортная реформа. Нарисовали картинку, этот отменим, этот сюда запустим, это сюда. Запустили, и потом прошло за полгода, наверное, 5 или 6 общественных советов, и каждый раз что-то переделывали. Потому что люди, ну, было неудобно. Там переполнено, туда не доехать и так далее. То есть надо изначально договариваться, обсуждать с населением, зачем это надо, к чему это приведет, чтобы меньше возникало конфликтных ситуаций. Направление верное, но, говорю, какие-то шаги пропущены по информированию, по подготовке инфраструктуры, там выделенные полосы, водители и так далее. То есть какие-то пробелы, которые в общем могут создать в населении негативное отношение к транспортной реформе, но говорю, что и вот эти, если пробелы заполнить, то, в принципе, шажочки вот эти верные.
Спасибо. Да, Алексей Кофман, да, вы уже ранее упоминали по поводу того, что планирует мэрия Екатеринбурга. Вот, давайте тогда еще раз с первого вопроса. Считаете ли вы, что подобный вот малогабаритный вид транспорта нужен в городе? Либо есть какая-то потребность полностью от него избавиться, условно, в городской черте? И второе, оцените, пожалуйста, вот действия ваших властей, двигаются ли они в верном направлении в контексте транспортной реформы? Да, в общем, мое мнение такое, что сколько у нас есть сейчас этих маленьких автобусов, это чересчур много, их должно быть немножко меньше. Да, они нужны, чтобы обслуживать те направления, где не так много пассажиров, чтобы интервалы все-таки были не раз в час, а были раз в 15 минут хотя бы. Даже в таких направлениях это можно добиться этого. Поэтому они, конечно, должны остаться. Должна быть решена главная проблема того, что эти маленькие автобусы ходят по самым жирным направлениям. Их оттуда надо убрать, заменить автобусами большой вместимости и особо большой. Не совсем понятно, в том ли идет направление мэрия, но вроде бы в том. Потому что как бы на брутто-контракты не переходят, а это как раз то действие, которое, по идее, облегчит уже перераспределение нагрузки на вот эти транспортные средства. Хорошо, я вас поняла, спасибо. Да, Максим, можете тоже сказать, как вы относитесь к наличию такого транспорта в городе в целом? Конкретно в Санкт-Петербурге нужен он или нет? Если нужен, то где? И вы уже ранее сказали то, что негативно относитесь к последним нововведениям. Вот, тоже можете это немножко резюмировать? Ну да, резюмировать я бы сказал так, что вот все озвученные проблемы, по сути, были решены, что стерлась граница в плане оплаты, то есть предприниматели не уходили от налогов, они соблюдали все льготы, а подвижной состав также обновился, стали следить за документами водителей, за их квалификацией. То есть город шел в правильном направлении, но к полной отмене маршруток он был явно не готов. Если так огрублять, то я бы сказал, наверное, 60-70% города было готово к отмене. И можно было в этих частях города отменить маршрутки. Прежде всего, центр и те районы, где несколько станций метро и довольно плотное движение общественного наземного транспорта. Прежде всего, города-спутники, такие как Павловск, Пушкин, Ломоносов, Кронштадт, они к этому никак были не готовы. И часть центра, типа Васильевского острова, где гигантские расстояния, всего 2 станции метро и куча мостов, ну, просто невозможно там было обойтись совсем без маршруток при нынешних темпах строительства и ввода в эксплуатацию метро. Вот метро в Петербурге фактически не строится. Если бы строилось метро, то оно могло бы заменить маршрутки, конечно. Если бы были московские темпы строительства метро, мы бы так это вообще вопрос не стоял, даже, наверное, в городах-спутниках. А пока, да, вот я бы сказал, что не более 60-70% города готовы было к отмене маршруток. И в целом те части, которые были не готовы, они просто испытывают транспортный коллапс, и люди страдают. И почти нет людей, кто обрадовался бы этой реформе, разве что кроме редких автомобилистов. Но тоже они стоят в пробках, как бы, а где-то могли бы проехаться на маршрутках. Так что в целом это, конечно, отживший транспорт, он не должен быть в нормальном городе, но города должны быть готовы к такой реформе. Пока, мне кажется, если даже Санкт-Петербург не готов, что говорить про другие регионы. Вот мой поинт в этом. Да, спасибо, Максим. Татьяна, если вам есть еще что-то добавить или предложить? Да, я тут так подумала, вот если мы говорим про Москву, соответственно, первый момент, во-первых, любой общественный транспорт, включая и маршрутки, он должен быть встроен в систему общественного транспорта, да, то есть принимать проездные, льготы, безналичная оплата и так далее, да, то есть, соответственно, налоговое отчисление. И, то есть, никакого вот, скажем так, паразитирования, да, на городской среде, на всей инфраструктуре быть не должно. Значит, это первая история. А второй момент, связанный с социальным транспортом. Да, у нас действительно есть в Москве социальные автобусные маршруты, которые действуют в рамках, как правило, конкретного района. И, скажем так, они под определенные категории населения, в основном это пенсионеры, учащиеся, да, различных образовательных учреждений и так далее, да. И у нас вот конкретно в Москве в ряде районов есть проблемы, что многие важные учреждения, например, травмпункт, например, какая-нибудь отдельная поликлиника, они, в принципе, скажем так, не подключены вот к этой сети общественного транспорта, да, то есть остановка находится где-то далеко,
И идти маломобильным группам населения чрезвычайно сложно, особенно там, что мы говорим о травмпунктах, да, это такая очень болезненная история. И, возможно, если мы говорим, вот, понимаем под словом маршрутка именно как такой как сказать, автобус, да, малой вместимости, да, включен в систему общественного транспорта, он там быть должен, да, для этих категорий населения, да. Также отдельный момент, у нас же ведь что есть в Москве, соответственно, по окраинам Москвы, да, есть так называемое торговое кольцо вокруг Москвы, да, это всем известные Меги, Икеа и прочие замечательные вещи, да. И я не знаю, как в настоящий момент, но последние годы точно всегда существовали там отдельные автобусы, отдельные маршрутки именно от этих торговых центров, от этих комплексов, которые как бы довозили лишний, соответственно, поток, да, людей, которые хотят совершить покупки, да, посетителей этих торговых центров. И я считаю, что такие вещи, они также должны быть встроены в систему городского транспорта. Они могут быть абсолютно частными, да, они могут быть абсолютно, соответственно, созданными теми или иными торговыми центрами. Но вот это как пример вот такого существования частного транспорта, который, разумеется, должен быть, поскольку там совершенно как бы большие потоки населения, да, и обычный городской транспорт просто не справится. Если как добавочная функция, если бизнес здесь может подключиться, почему бы, собственно, нет? Кстати, вопрос также и к вам, как жителю Москвы. Что вы думаете на этот счет? Вы знаете, я как раз живу на окраине Москвы и вижу, ну, вернее, один мой друг живет в Бутово, в Южном. Вижу, что есть очень острая необходимость как раз-таки в новых строящихся ЖК, отдаленных в подобном виде транспорта, и что огромное количество людей выстраиваются в очереди, как я это видела в десятых годах в Москве, для того, чтобы уехать в область. И, конечно, с одной стороны, небольшой какой-то шаттл до коттеджного какого-то поселка или для какого-то нового. То есть, если речь идет о ЖК или речь идет о том, чтобы уехать, не знаю, в Видное, в Отрадное, тут, конечно, маршрутка никаким образом не поможет. Но если речь идет о том, чтобы на 15 минут подальше от линии МКАДа уехать в какой-то коттеджный поселок, и там действительно вместимость и проходимость конкретно вот этого вот конкретно этой маршрутки, да, она позволяет, то да. Вопрос просто как раз-таки в регуляции. Я согласна со многими спикерами в том, что вопрос, кто это регулирует, на каких условиях, насколько закрываются потребности горожан, которые пользуются этими маршрутами. Опять же, не будет ли какой-то важный момент в этом дискриминации, в доступе, да, к какому-то транспорту в связи с льготами или там с обеспечением инклюзивности, да, вот чтобы в этот маршрут, в общем-то, в эту маршрутку можно было зайти. Вот, поэтому действительно очень много вопросов, которые нужно учитывать. Мы покрыли какую-то небольшую часть в сегодняшней дискуссии, но все равно, я думаю, она была очень такая полновесная. Было представлено мнение как людей из мегаполисов, так и людей из других городов. Спасибо всем, кто поучаствовал. Я предлагаю нам потихонечку расходиться. Спасибо всем, кто поучаствовал. Мы будем делать какое-то исследование по результатам нашей с вами дискуссии. Вы принесли очень много полезной информации, инсайдерских каких-то историй про разные регионы. Будем это все обсуждать. Возможно, будем приходить к вам в личные сообщения и спрашивать, а про что вы там говорили, а можете рассказать подробнее. Вот. Но в общем и целом будем надеяться, что каждый город и каждый конкретный регион действительно будет решать эту проблему максимально эффективно для себя, потому что единообразного решения, я согласна я не помню, кто сказал из вас, но я согласна с этим тейком, что единообразного какого-то решения, которое будет там на федеральном уровне и каждому городу просто прилеплен, такого быть не может. Все города устроены по-разному, и у всех жителей разные потребности. Вот, поэтому спасибо всем за вклад. До скорых встреч, до новых встреч. Спасибо, что приняли участие в нашей дискуссии.